Приветствую всех, друзья! Давно хотелось поговорить о довольно неплохом вертикальном фрезерном станке компании Bridgeport. К тому же, некоторые из вас предложили в комментарии. Станок действительно очень интересный в плане конструктивности, ведь, если честно, это один из самых богатых различными возможностями станок, который мне довелось увидеть. У данной компании довольно богатая история, и остановиться подробнее на ней не получится. Однако скажу, что основана была в 30-е годы в Англии. Затем она была продана США, а в 2010 году закрылась. Конечно, за все эти годы существования она успела выпустить довольно обширную линейку станков. Однако мы остановимся на одном из них, МТ-2. Это станок второй серии. Первая же серия была разработана уже известной компанией от Cook и Shirley, о станках которых мы уже говорили ранее. Станок массивный и имеет сугубо профессиональное предназначение. Если разделить его на основные части, то можно заметить традиционную станину, состоящую из прямоугольного устойчивого основания и крупной колонны. На передней поверхности колонны находятся направляющие основной консоли, или вертикальной подачи, если кому-то будет так понятнее. На вертикальной поверхности консоли находятся направляющие седла или поперечной подачи, а на верхней поверхности седла находится стол с продольной подачей, на котором профрезерованы Т-пазы для крепления оснастки. На передней поверхности седла можно заметить два рычага, предназначенные для фиксации продольной подачи. Также есть рычаги для фиксации поперечной подачи, находящиеся на левой поверхности седла под столом. Рычаг фиксации вертикальной подачи находится под рычагом управления вертикальной подачи на передней поверхности консоли. На левой поверхности консоли можно заметить механический насос, предназначенный для обеспечения смазкой движущихся частей консоли. Управление продольной подачей осуществляется двумя рукоятками, расположенные с двух сторон стола, что придает удобство работы как с левой, так и с правой стороны станка. Говоря о столе продольной подачи, стоит также заметить и довольно удобные упоры с концевиками посередине, при срабатывании которых меняется направление движения продольной подачи. В связи с этим вы уже поняли, что у станка есть автоматическая продольная подача, управление которой осуществляется при помощи пульта на правом конце стола. Сам пульт оснащен рукояткой для изменения направления движения, а также регулятором скорости, у которого есть шкала для расчета скорости перемещения стола. Также чуть выше находится кнопка ускоренной подачи. Все рукоятки управления подачами имеют довольно точные лимбы. На верхнем конце колонны находится поворотное седло, которое соединяется с хоботом станка посредством ласточкина хвоста. Поворотный механизм седла дает возможность в широких пределах регулировать угол поворота хобота относительно вертикальной оси колонны, что в некоторых случаях здорово облегчает работу. Для осуществления поворота необходимо ослабить два стопорных болта, и при помощи специального ключа и градуированной шкалы устанавливается нужный угол. Также при помощи того же ключа регулируется и вылет хобота, а контролировать процесс помогает установленная на правой поверхности хобота линейка. На переднем конце хобота находится довольно продуманное соединение для вертикальной головки в виде кронштейна с возможностью поворота в двух плоскостях. Для точности установки требуемого положения есть линейки, а также стопорные и поворотные болты. Непростую конструкцию на первый взгляд имеет шпиндельная головка, о чем свидетельствует обилие различных рычагов, которые поначалу могут ввести в ступор, не разобравшись в их предназначении. На правой поверхности головки находится известный всем рычаг управления вылетом шпинделя, необходимый для выполнения сверлильных, а в некоторых случаях расточных работ. Вылет шпинделя может контролироваться специальным механизмом, состоящим из линейки и упора в виде шайбы со шкалой Нониуса. Также рядом с упорным механизмом находится рычаг, стопорящий вылет
шпинделя. На этой же стороне, чуть выше, находится рычаг, с помощью которого можно изменить передаточное число с расположенного выше двигателя на шпиндель. Это грубая настройка и имеет всего лишь две позиции с нейтралкой посередине. Более точная настройка скорости вращения шпинделя осуществляется вращением небольшого маховика на передней правой поверхности головки, где находится и индикаторная шкала с разделением оборотов на пониженные и повышенные, предусмотрительно обозначенные в виде черепахи и кролика. Переключатель пониженных и повышенных скоростей находится с левой стороны головки. Как вы понимаете, эти регулировки имеют электрическое происхождение и воздействуют непосредственно на двигатель. Здесь же, на передней левой поверхности головки, вы могли заметить рычаг, выполняющий роль стопора шпинделя, необходимый при смене цанг. Как вы понимаете, это был бы довольно простым станком, если бы не наличие автоматической подачи. Для включения сцепления автоподачи на правой стороне головки находится небольшой рычаг, а на левой стороне есть трехпозиционный рычаг, регулирующий скорость подачи в диапазоне от 1500 до 6000. Понятно, что это не скорость вылета, так как благодаря передаточной коробке все эти обороты редуцируются. На передней поверхности головки с левой стороны упора можно заметить совмещенный механизм включения подачи и изменения направления, а также механизм срабатывания прекращения подачи при достижении упорной шайбы. В общем, вот такой интересный вертикальный фрезерный станочек. У меня на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока.